Ребят, всем привет! Сегодня пришла ко мне паяльная станция Hack AT12, которую я очень ждал. Причиной ее покупки стало то, что я опробовал данную паяльную станцию. У меня друг такую же купил. Очень качественно ей паять. Очень быстро нагревается паяльник. Сменные насадки, нагреватели мгновенно нагреваются до нужной температуры. Брал я ее полный комплект. Сразу брал и корпус, и блок питания. Ну, как видите, она пришла вот в таком вот виде, в разобранном. Брал еще дополнительно 5 дополнительных жал разных. Ну, давайте теперь посмотрим, что нам пришло. Так, 5 жал я уже сказал. Вот тут у нас идет название. Именно какое жало. Жало эти отложим. Так, значит, именно с паяльником что шло. И шло вот такое вот жало Т12К. Это топорик. Сам контроллер температуры. Как видим, выполнена пайка качественно. Так, это сама ручка паяльника с контактом. Она вот так вот собирается, сюда припаивается. Сейчас мы это все будем собирать. Дополнительно у нас канифоль, припой, разъем пятиклемный, ручечка, блок питания 24 вольта. Хотя друг мне собрал на 12 вольтах, вполне отлично работает. Ну, я думаю, на 24 вольта еще быстрее будет нагреваться. Хотя, брал, конечно, чтобы можно было все вместить в этот корпус. Вот такой вот корпус. Давайте глянем, что тут еще в корпусе. Так, в корпусе у нас идет. Так, здесь у нас винты с заглушками, штекер на подключение питания, разъем 220, который будет. Так, кнопочка включения, она у нас на 10 ампер. По корпусу понятно. Так, здесь у нас еще есть светодиод, который мы сюда впаяем. Это у нас механический датчик. Тоже надо впаяться в паяльник. Это когда паяльник лежит без дела, она автоматически или убавит температуру, или отключит паяльник. Но это тоже нужно будет проверить. В комплекте аж 2 штучки. Вот, 2 датчика таких. Внутри слышно шарик катается. Также у нас идет термоусадка с проводами. Провода уже залуженные. Сейчас это все будем собирать и пробовать. Можно начинать сборку. Итак, первым делом соберем сам паяльник. Так, это у нас корпус. Сейчас мы заведем в него кабель. Кстати, на сайте продавца указано полностью все, как его что припаивать. Кому интересно, ссылочки на данный товар я оставлю под видео. Припаивать я буду вот таким припоем, тоже покупал в Китае. Очень отличная штука, не надо ничего не лудить, ничего. Коснулись и красиво все припаяло. Сильно сборку я показывать не буду, сейчас буду некоторые моменты собирать и включусь, буду показывать. Ну и так, зачистили мы кабель, заводим его в саму ручку паяльника. Сейчас я его концы залужу и будем припаивать к самой плате, как указано на вот этой картинке. Ну и так, кабель мы с двух сторон зачистили, залудили, одели ручку. Теперь вставили датчик, золотой вверх, серебряный вниз. Подпаяли мы согласно схемы все провода, припаяли датчик. Теперь провод нужно уложить, замотать увязкой. Так мы его сейчас уложим и увяжем.
Очень мягенький, классный кабель. Так, все, это мы сделали. Сейчас откусим. Вставляем по направляющей. Встал плотненько. Так, закручиваем сюда резьбу. Есть. Ну все, наш паяльник практически собран. Так, все. Собираем теперь дальше. Следующий у нас сам разъем. Сейчас открутим этих два винта. Ставим сюда на место. Сюда нужно будет надеть термоусадку. Ну, сейчас этим и займемся. Отпустили винты. Нет, наверное, нужно будет выкручивать полностью. Так. Теперь берем термоусадочку, делим ее на 5 частей приблизительно, ну, чтобы контакты все закрыты. Ну, как раз получилось 5 штучек. Ну, сейчас я припаяю, покажу, что дальше. Тоже паяем согласно этой схемы. Ну так, подпаял я к фишке. Теперь сейчас феном прогреем, можно зажигалкой, чтобы термоусадка стянулась. Все наденем на место. Ну и так, спаял провода. Собрал разъем. Значит, наш паяльник полностью готовый. Так, теперь приступим к самой плате. Так, вставили мы сюда диод. Сам разъем запаивается, как на картинке на вот этой. Ключом вверх. Все, так же самое мы его устанавливаем ключом вверх. Сейчас я его подпаяю. Ну и так, разъем подпаял и сразу столкнулся с такой проблемой. Друг у меня покупал просто этот набор без корпуса. Он сразу запаивал. И проблем никаких не было. Теперь кинулся надеть сюда пластину, она не становится. Оказывается, нужно сперва одеть разъем на пластину, вставить и тогда только подпаять. Сейчас буду теперь обратно выпаивать и вставлять в панель. Ну вот разъем я выпаял. И теперь ключом вверх вставляем. Сейчас его закручиваем. Вот так. И буду снова припаивать. Ну и так, еще один нюансик. Перед тем, как впаять вот этот диод, нужно будет сперва наложить планочку, чтобы он немножко выступал. Вот я его, вот примерно вот так вот получается. Я его уже припаял. Вот теперь одеваем планку. Плотно залазит. То, что я его уже выпаивал. Вот, должно вот так получиться. Диод. Так, и теперь надо еще посмотреть вот эту вот пленочку сразу внутри и приклеить. А то если забудем опять что-то сделать, опять придется выпаивать. Так, сейчас я приклею эту пленочку и вставлю обратно и припаяю. Так, здесь у нас получается один разъем под калибровку температуры, кнопочка включения и сам регулятор, выбор программ. Ну, то сейчас мы это все посмотрим. Одел я эту пленочку. Здесь просто снимается с нее пленка, она становится там в паз и зажимается самим сегментом. Все, теперь осталось припаять. В принципе, плата у нас на панельке вот так собрана. Все, теперь тут запаял. Надо будет сейчас растворителем вытереть флюс. Одеваем регулятор, ручку. Все отлично. Следующее у нас кнопочка включения. Кнопочку сюда немножко не получается вставить. Чуть-чуть не хватает разъема высоты. Сейчас немножко паяльничком пройдусь, попробую вставить. После небольшой манипуляции с паяльником кнопочка
наша сюда села. Вот так вот оно все получается. Так, теперь собираем дальше. Так, панель наша готова практически. Паяльник тоже. Теперь собираем корпус. Вставляем сразу разъем. Один. Ну, я так предполагаю, что здесь имеется вот такой вот разъем. Это для дополнительного, может, питания. Может, от аккумулятора запитывать. Ну, сейчас это все подожму. Сейчас примерим. Так, блок питания, что-то непонятно. Так, здесь плюс-минус. Это все понятно. Как его прикручивать? Это непонятно. Получается еще одна небольшая проблемка. Нужно будет поизвращаться и как-то его сюда всунуть. Все-таки блок питания идет не именно корпус, не именно под этот блок питания. Сейчас будем что-то выдумывать. Так, ну что хочется сказать. Блок питания данный в этот корпус не влез. Придется сейчас что-то придумывать другое. Заказал я там еще один бэушный блок тоже в Китае. За копейки купил 6-амперный 12-вольтовый. Сейчас я попробую примерить его сюда. Сейчас посмотрим, подойдет оно все или нет. Ну вот такой вот блок питания у меня импульсный есть на 12 вольт 6 ампер. Заказывал его тоже в Китае. И он стоит порядка $2. Ну сюда смело все компактно станет. Кому будет интересно, ссылочку я тоже оставлю под видео. Так, здесь у нас получается постоянка, здесь переменка. Сейчас мы ее запитаем. Ну и так, поспаивал я провода к этому блоку. Переменка 220. Вот у нас два. Один через кнопочку пошел на блок питания, а второй напрямую. И постоянка плюс и минус. Все на эту фишечку. Зеленый подпаяли на землю. Как показано на картинке у продавца. Так, подключаю. Так должно у нас все получится. Теперь главное, чтобы оно все работало. Да, еще можно сейчас будет подпаять именно на разъем 12 вольт. Наверное, подпаяю их прямо сюда же, к блоку питания. Ну, выглядит, конечно, компактненько. Так, сейчас еще, наверное, посажу или на термоклей блок питания. Вот. И будет как-то так. Станцию почти собрал. Так, в навесе. Вот. Столкнулся еще с одной проблемой. Экран при включении подачи напряжения очень тускло светится. Нужно будет менять резисторы, но это я уже покажу в следующем видео. Сейчас я ее подключу, вам покажу, как оно все работает. Если будет видно, ну, очень тускло видно. Друг у меня покупал точно такую плату без корпуса. Брал с синим экраном. У него нормально все на 12 вольтах работает. Кстати, только что опробовал. Очень быстро нагревается даже на 12 вольтах. Я думаю, даже смысла сюда 24 ставить. Побережем немножко сам нагреватель паяльника. Кто, конечно, хочет, может поставить и 24 вольтовый. Я уже думал все-таки вместить этот блок питания. Но нужно тогда будет убирать вот этот вот разъем на питание. Ну так, давайте сейчас его запитаю, подключу и покажу, как он нагревается. Ну а все остальное по переделке его, а именно как увеличить яркость, что нужно будет перепаять, я покажу в другом видео. Ну так, ребят, подключил я его пока проводами. Вот смотрите, какой аккуратный маленький корпус. Да, сама паяльная станция неплохая, конечно. Включу и покажу, как именно вот оно у меня сейчас заработало. Без никаких доработок. Вот, включил, свет падает и даже не видно, что светится табло. Видим, что пошел набор температуры, светодиод светится. Сейчас мы его
Так, выключу сейчас подсветку. Так, вот видно, температура пошла. Ну, тускло. Ну, сами видите, с какой скоростью идет набор температуры. Вот, все, 200 градусов набрал и поддерживает эту температуру. Давайте 300 поставим. Это все на 12 вольтах. Если было бы 24, он бы в 2 раза быстрее бы грел бы. Ну, в принципе, это не нужно. Вот уже 300 градусов. Так, ну давайте я на чем-нибудь покажу. Вот смотрите, 300 градусов, это сколько тут у нас прошло? Несколько секунд. Ну, давайте проверим, нагрелся он. Вот, все, он все паяет. Все паяет, отлично. Он все разогревает. Видно вам, не видно, не знаю. Ну, конденсатор я уже выпаял. Кстати, жало очень отличные. Очень хорошо на них держится олово, припой. Вот, 2 секунды. Единственное, нужно будет подкорректировать температуру прибором. Ну так, я сейчас опять свет выключу. Так, вот тут у нас программы. Ну, второе видео, наверное, сниму именно как настроить программы. Вот у нас P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11. Вот, 11 программ. Ну, конкретно о программах я расскажу вам в следующем видео. И как сделать, чтобы экран светился ярче. Так, конечно, при тусклом свете вроде бы как отлично видно, но при даже дневном свете уже нужно разглядывать, что показывает экран. И вот смотрите, можно накрутить до 450 градусов. Ну не знаю, давайте посмотрим, наберет ли он такую температуру. Ну, как видим, уже 400. Какой паяльник? Или может, конечно, дорогая какая-то паяльная станция быстро так и набирает. Но смотрите, уже, по крайней мере, в районе этой температуры. Ладно, не будем перегревать жало. Нам такая температура вообще не нужна. Паять 270-280 самая отличная температура. Вот, ну, конечно, если что-то нужно будет прогреть. Да, тут режимы есть именно на прогревы. Но это все я расскажу в следующем видео. Ну, на этом у меня все. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Ссылочки я оставлю все под видео. Кто полностью на этот комплект. Кому будет интересно, есть даже набор с AMOLED дисплеем. Но он, конечно, на порядок будет дороже. Всем пока-пока. До встречи в следующих видео.